Франция – это не только Париж и Лазурный берег. Здесь, среди виноградников и холмов, спрятаны сотни средневековых городков, о которых почти не пишут путеводители. Их знают местные и путешественники, которые ищут тишину, историю и аутентичную атмосферу. В этом видео я хочу вам показать одно из таких мест, чтобы больше людей открыли для себя настоящую Францию, ту, что дышит веками, а не рекламой. Визон-ля-Ромен печально запомнился всем французам по трагедии, которая произошла в 1992 году во вторник, 22 сентября. Разлившаяся река Уэс взревела и уничтожила все на своем пути. Ее впечатляющая высота вырвала с корнем здания на ее берегах и смыла муниципальный кемпинг. Однако римский мост не рухнул, в отличие от домов, напоминая нам о том, что наши предки были больше осведомлены о проблеме наводнений и учли ее лучше, чем кто-либо другой. Эту табличку установили рядом с мостом. Она указывает на уровень реки Уэс во время дождливого эпизода 1992 года и напоминает о том ужасном наводнении. Сегодня, глядя на речку, даже не верится, что она могла подняться настолько высоко и принести ущерб городу. Римский мост, перекинутый через реку Уэс, соединяет две части города и является одним из главных символов Визона. Это сооружение используется и по сей день, которое свидетельствует о техническом мастерстве римских инженеров. Построенный в первом веке до нашей эры, мост выдержал столетия наводнений и сейчас символизирует связь между прошлым и настоящим. Визон-ля-Ромен состоит из двух частей: современного города, который находится снизу, и средневековая часть, расположенная на холме. Его еще называют Верхний город. И наше видео будет посвящено именно этой части Визона. А сейчас мы поднимаемся в Верхний город, а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Тот, кто подписался на канал, получает плюсик в карму. В летний туристический сезон вы найдете широкий выбор кафе и ресторанов прямо в самом сердце Верхнего города. Но мы приехали рано, пока еще все закрыто. Если вы предпочитаете тишину и покой, то я рекомендую вам прогуляться по этим улицам в межсезонье. В любом случае, этот город очарует вас. А это старые ворота в город, и так и называется Порт-Гейт. Это один из самых атмосферных уголков Прованса. Сюда стоит заглянуть, если вы любите историю и архитектуру. Верхний город полон старинных особняков эпохи Возрождения. Здания здесь в хорошем состоянии и сохранили свой первоначальный стиль. Историческое наследие Визон-ля-Ромен чрезвычайно богато. Его очарование действительно ощущается, перенося вас назад во времени. В Визоне улицы узкие, с крутыми поворотами. Это архитектурный элемент обороны, чтобы враг не мог быстро продвигаться. В то время за город должен был сражаться каждый житель, даже женщины. Они сбрасывали с балконов камни и кипящую воду, чтобы задержать врага. На некоторых фасадах есть старые фотографии, сделанные в том же месте. Они изображают сцену из жизни местных жителей и усиливают впечатление от посещения средневекового города. Среди камней, переживших века, живет удивительная тишина, но это вовсе не забытый уголок. Здесь история и жизнь идут рядом. За каменными арками прячутся рестораны, а на тихих улицах можно встретить галереи.
невероятное сочетание цветов и камня. Все это придает особый шарм Визону ля Румен. А это собор Девы Марии, возвышается на скале. Его также называют собором Верхнего города. Отсюда открывается живописный вид на окрестности. Этот собор был построен на месте старой церкви XII века. Строительство нового собора началось в XV веке и закончилось в XVIII. В 1994 году его внесли в список исторических памятников. Здесь невероятная тишина, туристов практически нет, только слышно пение цикад. Замок принадлежал графам Тулузы, одним из могущественных феодалов Южной Франции. В XIII веке, после крестовых походов, контроль над замком перешел к короне Франции. А во время французской революции замок был разрушен, как символ феодальной власти. Его камни частично разобрали на строительство домов. Подъем к замку на самом деле довольно сложный. Нужно обязательно надевать удобную обувь, и камни, сточенные от визитов туристов, очень скользкие. Поэтому будьте осторожны. Вот. Я же сказал. Построенный в XII веке, замок был возведен на самой высокой точке Верхнего города и доминирует над окружающими равнинами. Осмотреть можно только внешнюю часть. Вход внутрь, к сожалению, заблокирован. Говорят, что когда солнце садится за холмы Визона и последний турист покидает узкие улочки, каменный город оживает. Но не для всех, конечно. Для тех, кто остается, замедляет шаг и замирает. В легком шорохе листвы слышится скрип кожаных башмаков. Где-то вдали звон металла, будто кузнец снова взялся за молот, а за решетчатыми окнами на мгновение вспыхивает свет. Свеча, которую никто не зажигал. Кто-то говорит, что это просто ветер. Другие, что память камня слишком сильна, чтобы исчезнуть. В такие ночи старый замок перестает быть руиной, он снова становится крепостью. Во дворе загорается огонь и мелькает плащ дозорного. И если вы останетесь в Верхнем городе хотя бы на одну ночь, возможно, вы тоже это услышите и увидите Визон таким, каким он был много веков назад. Скрытый в каменных улицах средневекового города, отель Le Beffroi – это не просто место для ночлега, а настоящее путешествие во времени. Этот отель имеет большую историю. Именно в этом салоне в 1954 году снималась сцена французского фильма «Такие разные судьбы» «Le Mouton à cinq pattes» с нашим любимым Фернаделем. К съемкам фильма интерьер салона был частично переделан, чтобы создать нужную атмосферу кадра, и с тех пор здесь мало что изменилось, только мебель переставили. Так что мы буквально находимся в том самом декоре, который виден на экране. И возможно, если закрыть глаза, можно представить, как звучит голос Фернанделя, шаги съемочной группы или щелкает старая кинокамера где-то в углу. Это я, твой крестный, твой старый крестный, да? Хорошо, что ты пришел, заходи. А что происходит? Где ты? Здесь. Ты вернулся из поездки? Я уезжаю. Что происходит? Когда я говорю о тебе, все смеются. Я прихожу сюда и вижу тебя в темноте. Я хочу посмотреть на тебя. Не стоит. Ты меня хорошо знаешь. Моя внешность тебе знакома. Удивительно, в этой же самой комнате в 1954 году снималось кино с Фернанделем.
И сегодня мы тоже снимаем свой фильм. И есть в этом что-то такое, от чего даже мурашки по коже. Комнаты здесь хранят подлинную атмосферу старинных особняков 16-17 веков. Деревянные балки, антикварная мебель, гобелены и теплый свет. Все это создает ощущение, будто вы герой романа, оказавшийся в Провансе несколько веков назад. Вот такой вот уютный, аутентичный номер. Хочется отметить, что несмотря на то, что на улице жарко, 38 градусов, в номере сохраняется прохлада, хотя здесь нет кондиционера. За пределами комнат настоящая прованская идиллия. Ресторан и кафе с террасой, откуда открывается захватывающий вид на долину Уэз и Нижний Визон. Пудинг, кекс мизо, тут кекс. Два положить. При отеле находится шикарная терраса с рестораном, где можно позавтракать и полюбоваться видом на город. Прямо рядом с террасой возвышается старинная башня-колокольня с изящными коваными часами. Настоящий архитектурный акцент Верхнего Визона. Она словно следит за временем, которое здесь течет медленнее, будто подстраиваясь под ритм старого города. Здесь очень красивая зона отдыха, можно отдохнуть, что-нибудь почитать, посидеть на лавочке. Дети могут покататься на качелях. Такая жара, но при отеле есть такой классный бассейн, можно отдохнуть и, конечно же, охладиться. В отеле очень часто останавливаются артисты, художники. Они оставляют в книге отзывов не только теплые слова благодарности, но и свои рисунки, наброски, стихи, как признание в любви этому месту. Я тоже оставил там запись за теплый прием и душевную атмосферу. Чтобы полностью погрузиться в старину, вы можете провести ночь в таком вот аутентичном отеле. Вот такую вот выбрали открытку. Тот, кто хочет ее получить, пишите в комментариях «Я хочу открытку» по нашей старой традиции. Визон – это город, где на каждом шагу слоятся эпохи. Под вашими ногами римская дорога, над вами средневековые стены. Это не просто прогулка по камням, это путешествие во времени. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новых видео о прогулках по Франции.